Привет, друзья, Миран на связи. Сегодня, как и год назад, я хочу подвести небольшой итог по прошедшим 12 месяцам и рассказать о 5 вышедших в этом году альбомах. В прошлый раз это были релизы весьма популярных команд, всяких там Катаклизмов, Hypocrisy, а сейчас я хочу рассказать о группах, которые доселе были мне неизвестны. Вот такой вот субъективный хит-парад открытий 2014 года. Ты когда-нибудь слышал о таком раньше? Ну, конечно, Эрл. Они все знают. Мы просто тебе не рассказывали. Провожаем уходящий 2014. Сегодня на Metal Music Madness. В самый первый день 2014 года, 1 января, свой новогодний сюрприз для всех любителей космической тематики и безостановочно растущего числа гитарных струн преподнесли иллинойские индустриальщики Machina. Группа Machina — это некий такой гибрид классики и современности, идущий точно в ногу со временем Symphonic Industrial Metal. Я бы сказал, что их новый полновес, Xenon, является знаковым переходом на новый этап развития. Группа избавилась от всех проблем со сведением, теперь микс на 100% соответствует современным тенденциям. И также им стало соответствовать количество струн на гитаре. Теперь их, судя по всему, 9, и в песнях это ощущается. Альбом Xenon — это нечто среднее между модным джентом и прямолинейным индастриалом. Машина взяли мансуровские гитары, убрали оттуда откровенную математику, добавили таких блокбастерных оркестровок и все еще успешно отгораживают себя от спортсменов и корщиков, которых порой неохотно причисляют к тяжелой музыке. Кстати, Xenon — это уже третий альбом, который Machina выпускают 1 января. Так что вполне может быть, что уже буквально через пару дней мы увидим их следующий полновес. Ну или через год. Через 2 или через 3. Но раз уж мы начали вот так с января, давайте выстроим остальных в хронологическом порядке. Следующий релиз 28 февраля, второй альбом немецких МДМщиков Words of Farewell. Words of Farewell, их новый альбом The Black Wild Yonder. Казалось бы, очередной МДМ-релиз, что может быть интересного? Ну, все верно, никакой Америки эти ребята не открывали, они просто записали еще один отличный МДМ-альбом. Ну а сделали они это по-своему. Немного традиционных клавишных подкладов, немного электроники, немного низкого строя. И вот изменяя удельный вес этих составляющих, Words of Farewell навертели довольно разнообразный и почти что часовой релиз. Думаю, кто-то отметит для себя вокал у Words of Farewell.
Это не очередной по Иисусии поставленный экстрим, а вполне такой экспрессивный гроул с некоторыми перекатами в скрим, на манер Йохана Хега из Amon Amarth. Вообще, участники группы достаточно молодые парни, лет так от 20 до 30. Однако свои скиллы они уже разогнали прилично и на записи не стали обходить стороной сложные пассажи. Если гитарист хочет свикнуть гривца, он это делает. Ну и пора бы нам уже взбодриться, а то все какое-то атмосферное, тематическое. И, по-моему, нас отлично сможет расшевелить Technical MDM от группы Allegiant. Allegiant — это американские технари, но не такие демотиваторы для музыкантов, как Periphery или азиатские дети, снимающие на них видеокаверы. Музыка Allegiant в этом плане более традиционная, что ли. Хотя, говорят, многих драмеров после длительного наблюдения игры Брэндона Парка нашли с обугленными пердаками. Альбом 2014 года Elements of the Infinite для группы является третьим. Этот релиз, как и все предыдущие, собрал кучу положительных рецензий, однако мне кажется, что именно он наиболее развит в плане мелодий и наиболее хорошо слажен в плане песенных структур. На этом альбоме Allegiant не отказались от некоторого количества прикольных акустических гитарных вставок, но в целом альбом очень бодрый, слушается на одном дыхании, а клип на песню со странным названием 1.618 при его просмотре от начала и до конца доставят вам кучу фана, я вас уверяю. Следующий коллектив должен прийтись вам по вкусу, если вам нравятся симфонические аранжировки в прокачанном грувовыми элементами проге. Такую смесь выдают британцы Xyret. В музыке Xyret очень чувствуется влияние Strapping Young Lad. И даже не столько в музыке, сколько в вокале. Манера пения фронтмена Ричарда Томпсона прямо-таки копирует Дэвина Таунсенда. Но это ни разу не плохо. Когда канадское бестие выпустит очередной эмбиент-релиз, можно будет смело брать любой альбом Xyret и наслаждаться искомым вокалом в тяжелом металлическом окружении. Музыка Xyret не запоминается какими-то сверхоригинальными рифами, она скорее давит эпичными film-score-like аранжировками,
с вкраплениями полиритмии, прогметалла, где-то даже прогрока. Но не спешите списывать их со счетов. Тем не менее, Xyz порой крайне зубодробительны, и лично я с радостью подожду их следующий релиз, который, по мнению британских ученых, будет носить название Four. Ну, давайте последний релиз рассмотрим и пойдем уже готовиться к Новому году. Напоследок у нас остался Dawn of the Fifth Era, пятый альбом группы Mors Principium Est. Я вообще не в курсе, как Mors Principium Est обходили мое поле зрения с 2003 по 2014. Но тем не менее, недавно они попались мне на глаза, и это было круто. Все альбомы Mors Principium Est, и последний не исключение, являются собой сферический финский МДМ в вакууме. Ну или, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы он таким был. Материал весьма скоростной, с каноничными гитарными пассажами, мужским скримом, а приятным дополнением идут такие драматичные гармонии в припевах. Если объяснять популярно, Mors Principium Est — это не такой инновационный МДМ, как первый альбом Children of Bodom, и не такой однообразный, как, скажем, первые релизы Nosser. Сохраняя эту тенденцию, они выпустили уже 5 альбомов и, как мне кажется, не исписались. Как-то случайно я наткнулся в фиде на их клип Monster in Me. Как позже выяснилось, не самая ходовая вещь альбома и дискографии в целом, но вот тем не менее мне хватило буквально 10 секунд, чтобы накрепко сдружиться с их материалом. Посмотрите, может и у вас будет что-то подобное. Что мы имеем в итоге? Ну, как-то так получилось, что группы в сегодняшней подборке так или иначе связаны с дэт-металом. Но это не значит, что я весь 2014 копался только в этом жанре. Просто многих других исполнителей я решил объединить в иные тематические выпуски. Так что следите за новыми видео Metal Music Madness в следующем году. Там вас ждет еще больше разнообразного музла. Ну а я хочу сказать огромное спасибо всем, кто в уходящем году поддерживал проект своими лайками, репостами, комментариями. Именно благодаря вам мы все еще на плаву и продолжаем знакомить вас с новой музыкой. Так что желаю вам побольше клевых музыкальных открытий в новом году. С вами был Миран. До связи.